Дорогие друзья, вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. И сегодня я решила побаловать себя и пошла в парикмахерскую. Иногда нужно просто остановиться, расслабиться и довериться заботливым рукам мастера. Меня попросили подождать 5 минут, потому что евреи утром молятся, и этому нельзя мешать. Да, евреи утром наматывают на руку тфилин во время утренней молитвы, выполняя одну из важных заповедей иудаизма. Этот ритуал символизирует связь разума, сердца и действий человека с Богом и напоминает об исходе из Египта. Когда первый раз это видишь, когда он наматывает на руку, на голову черную коробочку, думаешь, это надолго. Но нет, по времени это 5 минут. Заповедь исполняется во время утренней молитвы по будням для мужчин, начиная с 13 лет. Тфилин на руке символизирует подчинение воле Всевышнего через сердце и действия. И тфилин на голове через мысли. Это постоянно напоминает о завете с Богом. А у меня есть минутка снять парикмахерскую. А то бы не было этого видео. И вот теплая вода, ароматный шампунь, легкий массаж головы, и все заботы словно смываются вместе с пеной. Как приятно почувствовать свежесть, чистоту и легкость в каждом движении. Волосы блестят, настроение поднимается, и сразу хочется улыбаться. Мода меняется, но ухоженность и вкус никогда не выходят. Возраст тут ни при чем. Главное оставаться с собой и любить свое отражение в зеркале. Немного внимания к себе, и мир снова становится ярче. А мастера в Израиле просто чудо. С душой, с юмором. И всегда знают, как подчеркнуть твою красоту. Я дома сейчас, и вы видите, какая большая коллекция игрушек. Уже не сосчитать, больше 70 машинок, 19 спайдерменов или 30 спайдерменов, не знаю уже сколько. И, конечно, любимая игрушка Лабубу. Каждая игрушка – это не просто забава. Это маленький мир, где ребенок учится мечтать, фантазировать и быть добрым. Я всегда говорю, игрушки должны не просто радовать, а помогать развиваться. Через игру дети узнают, что такое дружба, забота, порядок, ответственность. Вопрос один – нужно ли такое большое количество игрушек? У родителей нет времени, откупились игрушкой и пошли на работу. Хорошо, если в семье есть бабушки и дедушки, которые могут помочь и временно заменить родителей. Главное не количество игрушек, а то, сколько тепла и внимания мы даем нашим детям. Пусть ребенок играет, пробует, строит, сочиняет, ведь именно в игре рождается характер и доброта. А мы, взрослые, должны быть рядом, поддерживать, слушать и радоваться вместе с ними. Воспитанием пускай занимаются родители и в школе. Бабушка – это совсем для других забав. Мы впервые посадили растения, огурцы и помидоры прямо в горшках. Огурчики уже зацвели, такие маленькие, зеленые, настоящие чудеса природы. Это не ради еды, а просто из интереса своими руками вырастить что-то живое. Так приятно каждое утро смотреть, как растут листики, как появляются первые цветочки. А дети наблюдают и удивляются, ведь не знают, что огурцы, которые мы покупаем в магазине, растут на грядках. Мы посадили еще клубнику и мяту. Теперь дома настоящий маленький сад. Такие занятия учат терпению, заботе и любви к природе. Пусть ребенок сам польет, потрогает землю, увидит, как из маленького семечка вырастает жизнь. Главное не урожай, а радость от процесса. Что чудеса можно создавать своими руками. Посадили мы еще 2 дерева. Это хурму и апельсин.
Сегодня особенный день. Начинается шаббат вечером. Вся семья собирается за столом, и кухня наполняется ароматами вкусной еды. Мы готовим много разных блюд, стараемся, чтобы каждому было вкусно и уютно. Шаббат – это не только про еду, про общение и заботу друг о друге. Когда все за столом, чувствуешь настоящую теплоту и радость, как будто мир становится намного лучше. Такие моменты учат ценить семью, радоваться простым вещам и сохранять традиции. Вот что делает шаббат по-настоящему особенным. Конечно, мы могли бы поставить одинаковую посуду, убрать кастрюли, но мы хотим показать все, как есть на самом деле. Цветная посуда, деревенский стол такой, без скатерти. Зато столько много вкусной еды, вы только посмотрите. Так все уютно. Кастрюля на столе. Можно положить себе любую порцию, и не надо бегать на кухню с тарелкой. Все очень удобно и практично. Именно так мы накрываем стол в большой семье. А вот так мы накрываем стол на праздник. Праздники у нас часто, почти раз в месяц. Дни рождения, юбилеи. Вся посуда одноразовая, даже бокалы. Скатерть тоже одноразовая. После застолья все выкидываем вместе со скатертью. Ничего не моем. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю свое видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я всем вам отвечу.